Jump successful. Environmental scanning in progress. The natural background radiation in this area is very high. It would kill most living organisms from Earth. My standard radiation shielding can withstand these levels of exposure without any damage. However, if the background radiation is so high in this area, then we can expect much more intense sources of gamma particles. These could pose a serious threat. The protective atmosphere is also very thin in this area. UV radiation from the sun could pose a real threat. No wonder this area looks like a desert. We'll have to improve environmental shielding on our structures before setting up a larger outpost in this area. Ashley, we should gather more data about this area. We can later use the readings from my sensors to develop improved radiation and UV shielding for both my armor and our structures. Okay, let's try to scout as much area as possible to feed your sensors with enough data. These green crystals are emitting a lot of gamma radiation. Try not to stand too close to them, or they will damage my armor. Кто любит говорить, но это надо все слушать на самом деле, что они там говорят и читать. Промазал. Попал. Ага. Так, твои ничто поставить не надо. Так, на самом деле, мне не хватает одного очень важного. Our sensors are indicating large quantities of tanzanite within the cacti specimen. We can use tanzanite as a catalyst for production of high-energy weaponry and equipment. It would be great if we could gather large quantities of this mineral to create something useful. A broader arsenal of weaponry could undoubtedly help us survive against all these new hostile species. Let's start researching tanzanite handling. С мечом побегал. Исследуйте обработку Танзания. Так. Обработка Танзания. Это где у нас? Обработка Танзания. Поехали. Это будет очень долго. 6:40, потому что, естественно, у нас всего только одна исследовательская фигня забита. И что-то я хотел. Где у меня? Дроны, инструменты, такая фигня какая-то. Вот эту штуку мне надо исследовать. Передать им это. Штаб уровень 4. Для открытия этого исследования требуется штаб уровень 4. Так, это у нас штаб уровень 4. Рано прыгнул. Очень рано прыгнул. Ну ладно, будем мечом сейчас всех рубить. И, кстати, поменяем на пулемет. Он неплохо справился. Что трещишь, на, получай. Ты что трещишь? Надо, короче, побегать по карте, пока он это... Смотрите, а? Крупно видите. А, не стреляет. А, да чё? А, не побежали. Чё побежали, вы же стреляете. Да, гранат, у меня же есть гранат. Вот, можно гранату сделать. Так, держи гранату. А, еще одну.
Много снарядов. Еще живот теперь, да? Я вижу, старый стал. Вот, еще одна пушка, вот она. Это просто минирование, смотрите. Минные поля. Все, кончились заряды, переключаем на пистолет и начинаем сверлить. Бегут. Ну, схема старая. Умру ли я здесь? Нет, я походу умру. Реально, я думал, сейчас умру. Можно единицу положить сюда. Не собрал. Так, что там какое-то такое? Ну, давайте сейчас пару ракет, да? А, через одну пролетит и в остальных разошлись. Держи гранату. Все, в принципе, гранаты просто восстанавливаются. Арсенал периодически мне закидывает. Хотя иногда на планету прилетаешь, и нифига. Не восстанавливается это. Тоже ресурсы сюда не прилетают с основной моей базы. Что непонятно совершенно. Почему так? Собственно, на этом я и погорел. А что такое, пацаны, да, сюда? Я вообще не готов. Ладно, бежим дальше. Так, тут какие-то красные штуки. Гранаты же есть, всегда гранаты, не забывай. Так, гранаты. Перегорели. И восстановились. Кстати, хочу собирать побольше. Потому что если их много собрать, я расскажу, чем именно лупить парней. Так. Ну его, гранаты. Пара гранаты, все решено. Снова включаем нашу. Бах. Устанавливаем. Мины. Все, мины установлены. The sun's activity is at an extreme today. It might be dangerous. Ashley, I'm detecting a new species of creatures that have very unusual movement characteristics. That sounds very interesting. The creatures in this biome are unlike anything that we've seen before. Let's go to its suggested location and try to learn more about it. Нам выжгли все щиты. Ну, кстати, надо карту разведать на 30% или что-то там, на 30 единиц. В принципе, я, наверное, не успею добежать. Solar radiation is getting back to normal. Рывок кислота у нас теперь есть. О, справа дофига всего. Ну, это посмотрим. Что-то найдите необычное существо. Блять, как туда пройти? Ну, все на самом деле существуют необычные. Вы не заметили? Мистер Рикс. Ладно. Гранату не попал. Мина. Environmental scanning completed. We've gathered enough data to start developing advanced UV shielding and radiation shielding in the alien laboratory. Mr. Riggs, I think that we can use the natural background radiation data that we've just gathered to filter out the naturally occurring radiation within the desert dome. We can use the orbital scanner to search for even higher condensations of radiation to pinpoint a possible location for extracting nuclear fuel necessary to finish constructing the Rift Station.
Affirmative, Ashley. We should have some results available shortly. Orbital scanning completed. Ashley, we've detected a new area within the desert biome that can potentially contain higher condensations of radioactive elements. I have marked its location on the orbital scanner interface. Excellent. We should go there as soon as possible. It would also be good to have the radiation shielding research finished before going on that mission. We have finished researching tanzanite handling. We can start researching new weapons and equipment based on this mineral. However, please bear in mind that we will need to obtain this resource to craft these new inventions. The purple cacti, in which we originally discovered tanzanite, could be a good lead. Let's gather more samples of this plant to study how it manages to synthesize this material. It's our best lead. Ashley, I have already detected an interesting location with dense groups of these cacti. It is nearby, and we can jump there through the orbital scanner interface. Okay, let's do that as soon as we've secured our current objective. Сейчас найдем существо и прыгнем там, куда скажете. Но мы сначала по вот этим миссиям. По разработке Танзании, там все вот это. Танзанить, вот, Танзанить. Сколько мы собираем здесь? Нормально. 42, где-то еще лежит. На 150. Наверняка же на 150, потому что за 144. Еще 5 лам, все достаточно. I'm tracking a swarm of fast-moving objects across the sky. It's a meteor shower. Prepare for bombardment. Так, это хрен где-то здесь, значит. А, вот этих надо. These rocks can do some serious damage. Evasive maneuvers, Mr. Riggs. Fascinating. Look at this creature. It has a very dense and thick carapace, yet it moves very swiftly over sand. We should study this species further. I can sense a few of these creatures in this area, but this won't be enough to gather samples for research. Let's pass this creature's characteristics to the orbital scanner and look for a location where we can find more of them. Affirmative, Ashley. We should have some results available shortly. Orbital scanning completed. We found a location that looks like a breeding ground for the Stregoros species. We can go there to study it further. Все, закончена миссия. Отправляйтесь к гнезду Стрегороса. Это вот оно, гнездо Стрегоросов. Орбитальное сканирование обнаружил вероятно. Но у нас еще разведка радиоактивной пустыни. Закончено. Разведка кислотных полей. Прыгаем туда сначала. А, нет, сначала мы что делаем? Рывок кислота максимально невозможно, да? Видите, они серые. Палладий не хватает. Отражающая броня. Да, не буду пока ничего ставить. Обработка танзанита открыть. Надо прыгнуть, на самом деле, штаб апнуть. Еще рано, это нужны... Вот, откроется. Модификация. Слот предметов. И тогда мы будем вставлять вот эти модификации туда. Так. Вот, да, что-то открыл. Защита от окружающей среды. Давай. Это пассивная? Ну, пускай будет в конце очереди. Да, это пассивные штуки. Пускай они будут в конце очереди. Мы пока прыгнем, да, разведка кислотных полей. Ну, он там предлагал. Он сообщал о том, что нет аванпоста.
И когда выпрыгиваешь из региона, где нет аванпоста, он тебя предупреждает, что все здания будут уничтожены. И да, ты можешь строить аванпосты, ставить добычу на других регионах, того же самого танзанита, там, урана и так далее. Rift jump successful. Environmental scanning in progress. Ashley, my senses are indicating a highly acidic atmosphere composition. Fluoric acid condensation is definitely abnormal compared to what we've seen in other parts of the planet. Something must be emitting the acid straight into the air. Let's look around to see what we can find. Amazing. These red crystals are really huge. Look at how the light is scattering below their surface. It's mesmerizing for construction. They also contain a lot of rhodonite. We can use this mineral to construct high-powered laser emitters for our weapons as well as other equipment. You already had me convinced at lasers. We definitely need to learn more about these crystals. We should research rhodonite handling as soon as possible. Research completed. Так. Где это? Вот. Обработка родонита. Да, нажимать. И на самый верх. 640. Исследуйте эту зону в поисках источников загрязнения воздуха. Никакого указания, куда двигаться. Просто двигайся. Обожаю здесь. Карбония и растительная масса, ничего интересного. И там какая-то хрень стоит. Сейчас тут какие-то новые эти. Опа, гранаты, опа, еще, опа, еще. Все, с гранатами. 60, да? А, кто здесь у нас? Отсветим-ка. Опа, опа, опа. Зубастик. Мне, блин, надо штаб построить. Ну ладно, я добью тебя. I am picking up acidic fume emissions near our position. Okay, let's go there to see what is causing them. Что тут взорвалось? А, это здесь красный, что ли? О, ладно. Подлечиться надо. Не настолько я бессмертный. Так, не стреляй в него. Вообще без палева. Друзья, мне говорю, что не зайдемся по-хорошему. Так, даже гнезда сейчас не хочу собирать. На самом деле. Просто хочу побыстрее и задание. А тут преследует? А, вот, это фигася. Далее, так. Ребята, у нас просто... А, кончилось города. О, метеорит. Давайте за ним пронаблюдаем.
Все, да, он просто погас. Прикольно. Можно бежать туда, посмотреть. Он там упал. Ой-ой, что нужно? Ладно, так, ракетница. Ракетка. Давай еще. По одному. Давай. Там еще, да, такие челики. О, одну гранату вложу. Если выпадаю. Так, а что-то не заряжается. О, заряжается. А что не заряжалось-то? О, этих чертей. Гранаты вот так красиво. Да, вот он отошел, не умер. The acidic fumes are much denser near this growth. This thing must be responsible for the highly corrosive atmosphere in this area. This life form is multiplying very rapidly. It is subdividing its cells, similarly to Earth-based yeast. The fluid inside these cells is highly corrosive. Please keep a safe distance. There must be much more of this acidic yeast growing here. The orbital scanner report indicated that this entire biome is covered in these fumes. We should study it further before setting up a permanent outpost in this area of the planet. Ashley, I strongly suggest using a bioscanner to gather samples from these life forms. The fluid inside them is a highly condensed acid that can easily burn through my armor. The bioscanner will allow us to gather samples from a safe distance. Okay, that's enough samples to start researching them in the alien research lab. Interesting. We found traces of palladium inside the acidic yeast samples that we just collected. It might be a good idea to search for larger colonies of this life form. They might indicate the location of higher concentrations of palladium. The acidic yeast colonies that we've observed seem to grow from a central root inside the colony. I'd like to study a living colony in its natural habitat to gather more data on how it gathers palladium from the environment. We'll need to construct a local research station near one of the colonies in order to do that. We'll have to download the necessary technology for that building if we don't have it yet. Ashley, I'm afraid that the research station will not be able to scan the colony from a safe distance. It would have to be placed very close to the root of the colony to work properly. We will not be able to build anything that close to the root without being overwhelmed by its growth, especially given the fact that we do not want to destroy it. I think that we can prevent the colony from overgrowing our base by covering the soil with a structure that the acidic yeast can't grow on. Standard floor tiles are going to be corroded by the colony. Technology has been... We can prevent that. Now that we know the type of acid that this life form is producing, we can research special anti-corrosive flooring that will protect our base. We just need to build the research station on the anti-corrosive floor tiles. We've finished researching rhodonite handling. We can start researching new laser-based weapons and towers. They're going to be an excellent addition to our arsenal. However, we will first have to gather some rhodonite to craft the new gear. The red crystals that contain rhodonite are relatively common in the acidic plains biome. However, I detected an interesting location with a much above normal condensation of their growth. There should be a lot of rhodonite in that area. I've marked the Riftbreaker coordinates on the orbital scanner interface. Excellent. Let's go there as soon as we've secured the current objective. Все? Вот так. Жестенько. Ну-ка, еще хочу гранат какие-то. Ой, да, там можно костюм сжечь. О! Ой, новые! Можно исследовать. Охреневшие. Ой, ладно, сейчас будет тут раз в полдня. Новый, да, сразу вырастает. Вообще, короче, вот он дает разведка вулканической. Закрыта, да, вот кислотных полей. И он сразу дает
родонита концентрация. Можно туда прыгать, и все будет по одной линейке. То есть до этого я одну исполнил, мне говорят, с тригоросов иди, исследуй. И можно так идти. Я думаю, это будет даже правильно. Но мы пойдем по этой ветке. Чтобы у нас были эти ресурсы дальнейшие. Всякие необычные. Rift jump successful. Warning, temperature above safety levels. This area is hotter than we expected. My armor is going to sustain damage from the heat. We've landed in the middle of an active volcanic area. We expected high temperatures, but not this high. The measurements from the orbital scanner were different. Something's off. We won't survive here for long. Ashley, I'm detecting multiple temperature anomalies close to our position. It looks like my sensors are broken. The temperature suddenly drops in these areas by hundreds of degrees. We received some anomalous readings from the orbital scanner. This might be it. We have to investigate that. Так, ну что, прыгнули мы, значит. На эту штуку она выжгла весь костюм. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Так, что у меня? Это и это, окей. Ищем. Биомасса и карбон. Так, здесь надо ходить, да? Здесь очень больно ходить. Да иди, умря. Здесь можно ходить? Нет, жжет капец. Какая-то огромная стая. Что заминируем? А, что называется, что? Оказалось. Так, куда идти-то, ё-моё? Хоть бы намекнул. А, Брикс. A new technology has been developed. New blueprints are available. This is amazing. These plants are unlike anything I've ever seen before. The temperature around them is much below the freezing temperature of water. Ashley, moving closer to this plant, we can study it from up close and cool off in its aura. The chemical compounds that are secreted by these plants react with the volcanic gases that are present here. This reaction sucks enormous amounts of energy from the space around it, resulting in very rapid cooling of its surroundings. It's an astonishing survival mechanism. We can use this effect to our advantage. The space around these plants is safe for us, so we can use it to regenerate while moving around this biome. We should try to replicate this effect. We have to gather enough samples of this plant to research it in our lab. We can do that by cutting them down or by using the bioscanner. I would strongly suggest using the bioscanner. It is much more effective at gathering usable samples, and it will not destroy our safety zones. You can craft it in the armory if you haven't done that already. This growth formation is very peculiar. It's a crystal entwined in very strong vines. It looks like this life form actually cultivates this crystal. This crystal contains a rare mineral called ferdinite. It can be used for gravitational field manipulation when combined with a powerful magnetic field. It doesn't exist on Earth. The magnetic field in this biome is acting completely strange. It is very fitting to see this mineral here.
We should definitely research these crystals further. This will allow us to gather more Ferdinite and create new equipment. И что, они еще приедут? На карте это не закончилось. Отлетел, упал. Кто это упал-то, ё? Охренеть! Я же с такой пережил. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. New blueprints are available for crafting. We've gathered enough samples to study these cryoplants in our alien research laboratory. Let's do this as soon as possible. If we can learn to replicate this effect, then we should be able to move freely around this biome. Что там? Криотехнология. Research completed. Так. Оборудование мехкостюма, инструменты мехкостюма, стандарт. Ну это просто вставляешь костюм, а он тебе это уменьшает стоимость строительства и скорость. Это восстановление. Кулаки силы, дошли до них наконец-то. Но они это очень близко. Ближе, чем меч. Прям еще ближе. Вплотную, короче. Животные. Биоэлектростанция. Окей. Так, это что? Здесь ничего новенького. Вот эти скоро будут открыты. Надо задание пройти. Здесь тоже ничего новенького. Вот оно, крио. Добавить. И на самый верх. Ну что, антикоррозийный пол. Давай тоже на самый верх. Защита от окружающей среды. И вот оружие инопланетное пошло. Работа с фердонитом. Тоже давай на самый верх. Но чуть поменьше. Вот они горят, значит они по этапу. Первый, второй, третий. Отлично. Все 3 мы сделали. Смотрим, что дальше.